Всем привет, друзья! Наконец у нас завершающая часть сравнений базовых масел. И на мой взгляд самое интересное. Не буду затягивать, приступаем сразу к делу. И изначально рассмотрим вариант, который мы не встретим ни в одной рецептуре готового продукта. Потому как ни один знаменитый бренд не добавляет столько загустителя. Просто хочу посмотреть сразу, какие будут негативные последствия от данной концентрации. Смешаю 48% ПАО базы от ExxonMobil, 12% пакета присадок от Infineum. Только отмечу, что данный пакет достаточно старый. В современных маслах сейчас используется другой пакет, но мы, к сожалению, имеем только этот. Далее заливаю 40% полимерного загустителя, а он в свою очередь самый современный. Немного не понимаю, почему же мне предоставили именно такой комплект. Логичнее было бы сравнить старый и новый пакет присадок. Такая же ситуация и с загустителем. Хотелось бы увидеть хороший загуститель и плохой. Ну, в принципе, и ладно. И на этом огромное спасибо, ведь выбора особого больше и нет у меня. Попробуем на этом сформировать какие-то выводы. Прогрею немного наш продукт, чтобы равномерно все размешалось. И начинаю прожарку. Напомню, что все увиденные сравнения будут проходить в одном и том же стакане, вес масла будет совершенно одинаков и различаться будет лишь процент элементов, которые я буду добавлять. Также температура нагрева совершенно одинаковая и равна 400 градусов по Цельсию. Спустя немногим больше часа завершаю нагрев и смотрим результат. Лака на стенках стакана не так много, как я ожидал. Это уже хорошо. Никаких особых сгустков и ужасных отложений я тоже не наблюдаю. Хотя, я думаю, многие ждали, что от такого процента загустителя можно увидеть много неприятного. Ну что же, будем разбираться дальше, что же по факту у нас оставляют такие ужасные отложения. После небольшой протирки стакана ничего страшного тоже не остается. Все достаточно чисто. Далее я немного сэкономлю ваше время и совмещу несколько тестов. Добавлю в ПАО базу 15% присадок. То же самое проделываю и с гидрокрекингом, и с минералкой. Четвертым вариантом прожарим 80% ПАО базы и 15% полимерного загустителя. Первым делом мы сейчас можем наблюдать образование лака на стенках стакана. После практически полного испарения жидкой фракции смотрим результат. Время, кстати, потребовалось совершенно различное для этого сравнения. Вторая и третья группа отложили приличный слой лака. Хотя, если бы ПАО выдержала такой промежуток времени, мне кажется, лака у нее было бы совершенно столько же. ПАО база с загустителем показала себя достаточно чисто. Смотрим далее на отложения на дне. В ПАО присадки, как вы видите, превратились вот в такую субстанцию. Практически такие же отложения мы часто видим в готовых маслах на подобном пакете присадок. Жаль, конечно, что нет возможности сравнить GTL базу. Тогда бы мы увидели более-менее ясную картину. После небольшой протирки мы видим несмываемый остаток. Тоже не особо удивительно. Такое мы тоже наблюдали в готовых продуктах. В стаканах, где была вторая и третья группа, более-менее схожая ситуация. Типичные отложения от полнозольного моторного масла А3Б4. После протирки остается достаточно несмываемого остатка. Тоже ничего нового. Далее смотрим ПАО базу с добавлением 15% загустителя. Тут все прям очень хорошо. Образовался небольшой сгусток, который несложными манипуляциями смывается без труда. Делаем вывод, что именно на данном полимере получаются очень неплохие готовые продукты. Только вот проблема, никто вам не предоставит такие данные и нигде вы их не увидите. Только одна компания полностью открыта для такого рода информации. А далее я попытаюсь создать готовый продукт на типовой рецептуре. Конечно, многих компонентов не будет хватать, но основа у нас будет. 75% ПАО базы, 15% это пакет присадок и 10% добавляем полимерного загустителя.
Предполагаю, что ничего проясняющего ситуацию мы не увидим, так как нет схожих компонентов других фирм и другого качества. Прошло 1,5 часа, и только уже с этим становится все более запутанней. ПАО-база с присадками испарилась за 55 минут. ПАО-база с 40% загустителя и присадками испарилась за 1 час 11 минут с гораздо большим лаковым налетом. Хотя там на 3% было меньше пакета присадок. Видимо, тут не все так просто. И изменяя один параметр даже на незначительный процент, мы можем увидеть разную картину. Нелегкая, конечно, работа у технологов. Они должны четко и точно в нужных пропорциях сделать блендинг, чтобы готовый продукт получил максимум полезных функций. По отложениям тут снова схожая картина. Как и ранее, типичный А3Б4. После протирки остается небольшое количество остатка. Ради просто любопытства добавил я в ПАО-базу помимо присадок еще и диэстеры от Carbon Fox L132. Их я покупал лично, отдельно, и просто хочу посмотреть разницу. Сразу замечаю, что начали образовываться сгустки. Ранее в некоторых моих сравнениях я наблюдал схожую ситуацию с маслами на GTL основе. Винил я в первую очередь полимер, которого в данном сравнении нет абсолютно. Как я и говорил сегодня, что тут не все так просто, как кажется. Масло выдержало 50 минут, на 5 минут меньше, чем масло без эстеров. Лака немного. По отложениям картина совершенно другая. Остаток практически идентичен маслам, где преобладает GTL. Далее сравним реакцию базовых масел на добавление воды. Также не оставил без внимания и диэстеры. Интересно, как себя поведет недорогая 5-я группа базовых масел. Группа 3 хорошо смешивается с водой. В осадок вода неохотно уходит, образуются очень мелкие пузырьки. Группа 2 еще лучше смешалась с водой, пузырьки еще меньше, образовалась эмульсия. ПАО вообще практически не смешивается с водой, как собственно и диэстеры L132. После минут 10 ситуация вот такая. Минералка все так же хорошо смешана с водой. Немного решил отстоять наши водяные масла и пока посмотрим на смешиваемость базы масла с пакетом присадок. Ходят слухи, что ПАО-база в чистом виде плохо растворяет и держит в себе присадки. Сейчас мы это и постараемся проверить. Перед смешиванием разогрел присадки, чтобы они стали жидкими. На заводе, кто не знал, тоже греют масла перед смешиванием. И все масла выглядят совершенно одинаково. Никакой разницы визуально не видно. Оставим наши образцы на несколько дней и посмотрим, будут ли изменения, выпадут ли присадки в ПАО-базе в осадок. Пока пакет присадок еще не остыл, решил добавить его для большей наглядности в образцы с водой. Снова все очень хорошо перемешиваю. Сейчас одновременно все стряхну и посмотрим в ускоренном варианте, как вода начинает опускаться. Эстеры и ПАО неплохо себя показывают. Ну и гидрокрекинг далеко не отстает. Тоже все неплохо. А вот минералка практически не меняется. После суток ситуация такая. Далее я решил окончательно все перемешать и оставить на неделю.
После одной недели смотрим, что же произошло с нашими базами, смешанными с присадками. И ничего абсолютно не изменилось. Все масла все так же выглядят одинаково и ничего не выпало в осадок. Может, конечно, срок мал, но я считаю, что слухи не актуальны. На своем личном опыте могу сказать, что я вскрывал одну канистру просроченную, которая была недвижима около 4 лет на складе. Так вот, там осадок был, и был он очевидный при вскрытии. Так вот, это было масло на второй группе, то есть минералка. Так что спустя время, мне кажется, присадки в любом масле немного довыпадут в осадок. Просто при покупке старого масла лучше хорошо встряхнуть канистру и быть спокойным. Смотрим, что стало с нашим миксом с водой. Надеюсь, вы никогда не увидите что-то подобное под маслозаливной крышкой у себя в автомобиле. Меняйте масла вовремя, следите и любите свои автомобили, и они ответят вам взаимностью. Поставьте лайк, если вы, так же как и я, провели время с интересом. И чтобы не пропустить новые сравнения, подпишитесь на канал. Огромную благодарность я выражаю компании Extreme Lubricants за такую подаренную возможность увидеть реальную работу различных компонентов моторных масел. Также огромное спасибо вам, друзья, мои зрители, за ваше внимание. Увидимся в комментариях и в следующем видео. Всем пока-пока.